Всем привет! Вы находитесь на канале Овражка Лайф. Меня зовут Наталья. Я живу в Сибири, в Красноярском крае. Пришла к своим курам собирать яйцо. И хочу вам сейчас показать, чего и как у меня в настоящее время. Сегодня у нас 8 февраля 2023 года. Про цыплят. Значит, цыплят я рассадила теперь полностью по клетке. Все 3 клетки у меня заняты. В нижней вот здесь у нас обогреватель для них светит. Температура 17,4, вполне нормальная. В верхних клетках 22 градуса. В принципе, тоже нормально. Они хотят сейчас кушать, я их сейчас покормлю и пойду к взросленьким. Так, дайте-ка я возьму кормушечку. Так. Подсыплю корма. Смотрите, какой лайфхак. Чтобы цыплята не переворачивали кормушку, мы вкрутили болты, и она у нас ставится в клетку и фиксируется. И цыплята ее не могут перевернуть. Так, кушать, кушать, кушать. Кушать, 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 кушать. Ой. А это наши взрослые девочки. Вон лежит яичко. Цыпа, 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 цыпа. Цыпа, цыпа, цыпа. Цыпа, 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 цыпа. Цыпа, цыпа, цыпа. Вот сегодняшний мой небогатый урожай. Это мы еще восстанавливаемся после морозов, после стресса, который мы перенесли в морозы. И сегодня хотела поговорить про соду в рационе у кур, про ее механизм действия на организм у курицы, да, для чего в принципе ее нужно давать, вот, какие происходят в организме процессы. Попросила меня женщина рассказать вообще в принципе про соду. Ну просто в принципе про соду рассказать я не могу, мне нужно углубиться, как вы понимаете, я так просто говорить, мне нужно прямо конкретно разложить все по полочкам. Ну, все знают, что такое сода. Сода, по-другому бикарбонат натрия или натрий двууглекислый, да, это сода, химическая формула у него натрий натрий HCO3. Вот. То есть сода, по сути, это натриевая соль угольной кислоты. Сода очень широко используется в промышленности, в химической промышленности, используется как нейтрализатор при ожогах, значит, используется в качестве буферных смесей, очень широко используется в медицине и ветеринарии. Основное назначение соды как в медицине, так и в ветеринарии – это коррекция кислотозависимых состояний в желудочно-кишечном тракте посредством нейтрализации соляной кислоты. Все мы знаем, что соляная кислота – это основа желудочного сока. Так вот, когда ее скапливается много, да, большая концентрация, то сода способна ее нейтрализовать. Ну, все знают, да, когда у человека изжога, он пьет водичку с содой. Так вот, когда в организме постоянно превышена
вот эта вот кислотность, да, повышенная, это состояние называется метаболический ацидоз. То есть это сдвиг кислотно-щелочного баланса в организме в сторону повышения кислотности. Вообще, в принципе, организм как бы может сам регулировать эту кислотность, pH уровень в организме. Но при наших, как говорится, условиях, при наших кормах, при нашей еде, концентрированные корма, в которых содержат большое количество углеводов, как бы они такие насыщенные являются, да, то, безусловно, всегда будет происходить со временем у животных сдвиг в кислотную сторону, в повышение кислотности среды в желудочно-кишечном тракте. А когда повышается кислотность в организме, то это приводит к нарушению обмена веществ. Причины развития ацидоза в организмах может быть разная. Может быть от приема длительного каких-то лекарств, медикаментов, да, может быть вследствие длительного теплового стресса, да, в организме. Куры на это очень здорово реагируют. Особенно когда корма богаты очень углеводами, да, это крахмал, там, сахар, и при одновременном низком содержании белка. То есть, тут практически неизбежно со временем разовьется ацидоз. К ацидозу может привести даже однократное скармливание кормов, в которых вот именно высокая концентрация вот этих вот крахмалистых веществ. То есть большое количество такого корма, если за раз они съедят куры, у них может начаться, дать толчок развитию ацидоза в организме. Как можно судить о наличии ацидоза у кур? Во-первых, сразу гребень. Гребень становится такого синюшного цвета, как ближе к фиолетовому. У кур начинается одышка, тяжелое такое дыхание. Курица стоит апатичная, крылья вниз опущены у нее. И вообще у курицы угнетенное состояние, общая вялость. Вот при таких состояниях, для недопущения таких состояний, очень широко применяется бикарбонат натрия или обычная пищевая сода. И в данном случае сода служит как бы буфером, да, для смягчения, выравнивания вот этого вот кислотно-щелочного баланса. То есть, попадая в желудок, как я уже говорила раньше, она забирает у соляной кислоты водород, и таким образом она нейтрализует эту соляную кислоту. И когда я стала искать в сети, да, более подробно, более конкретно, я нашла запатентованный метод, наш российский, может даже еще и советский метод, называется «Способ коррекции ацидоза у кур». Там 3 автора, фамилии Мельничук, Петрунь, какие-то такие фамилии, не помню сейчас. В общем, там суть этого метода, значит, этот метод как бы такой более промышленный, да, и там берется на анализ помет у птицы и делается анализ на наличие в нем повышенной кислотности. Но в домашних условиях, конечно же, этого никто делать не будет. Можно судить в курятнике по запаху аммиака. Когда в курятнике стоит устойчивый запах аммиака, это свидетельствует о повышении кислотности и о том, что организм не справляется, то есть не работает так, как надо. И что, значит, делается в соответствии с этим патентом? Значит, в соответствии с этим методом. Значит, там необходимо пропаивать бикарбонатом натрия или простой пищевой содой. Какие процентовки, какие дозировки прописаны в этом запатентованном методе? Значит, для профилактики используются, там расписаны большие дозировки, в промышленном, да, я перевела для себя, да, для своего, для своего использования. То есть там написано 3 килограмма на тонну соды, да, на тонну комбикорма, значит, или на 3 грамма на 1 килограмм комбикорма соды. Значит, это для профилактики. Для коррекции начальной стадии, да, когда вот, уже запах аммиака есть, 4,5 грамма на килограмм комбикорма, 4,5 грамма соды.
И для лечения уже явно присутствующего ацидоза используется 6 грамм на килограмм комбикорма. Срок выкармливания, да, или пропаивания составляет от 10 до 12 дней. Показала очень хорошие результаты. Если выпаивать, то делается 3% раствор. 0,3%, не 3%, а 0,3%. То есть также 3 грамма на литр воды. Соответственно, разводится и дается курам пить в течение 10 дней. И учитывая, что современные комбикорма, да, практически, все содержат высокий процент вот этой вот питательности в части углеводов, да, то я считаю, что целесообразно, то есть регулярно свою птицу, и не только кур, но даже и не только птицу, даже я читала, что и скоту применяют, прокармливать или пропаивать растворами соды, как бы в указанных дозировках и в соответствующие сроки. Как делаю я? Значит, в зимнее время я где-то делаю, я все даю в корм, да, вы уже понимаете по моим предыдущим роликам, что я все добавляю в корм, в соответствии с тем методом, да, как я делаю корм, как бы у меня все это четко и хорошо получается. Значит, зимой я где-то не раз в 2 месяца, но где-то раз в 1,5 месяца, то есть 2 раза за 3 месяца. Вот за зиму, за декабрь, январь, февраль я 2 раза делаю такие курсы по 10 дней содой. Значит, летом, когда жара, это нужно делать чаще, потому что из-за жары, когда птица постоянно дышит, да, с открытым ртом, у нее увеличивается расход углекислого газа в организме, и организм как бы быстро обезвоживается, и состояние вот этого вот кислотно-щелочного баланса нарушается очень быстро. И летом я даю это ежемесячно, то есть раз в 10 дней летом, ежемесячно 10-дневные курсы я пропаиваю летом, вот так. Сейчас, в данный момент, мои цыплята пьют воду с содой. То есть я решила их тоже пропоить, потому что, вы видели, как я делала комбикорм, он достаточно высококалорийный, да, и, я тоже переживаю за это, поэтому тоже им пропаиваю соду. Точно в такой же дозировке 0,3%. Также соду применяют для лечения других заболеваний птиц, например, подагра. Также при воспалении зоба применяют соду. При диспепсии, это когда нарушается микрофлора в желудочно-кишечном тракте. Вот. И также сода, не забываем, что это полезный для них натрий. Конечно, натрия в соде содержится не в такой дозировке, как, допустим, в поваренной соли. Но в поваренной соли есть и хлор, да, который можно тоже запросто переборщить. Поэтому я предпочитаю своим курам вместо соли давать пищевую соду. Значит, но, однако, как и с любым другим средством, с содой, то также можно переборщить. И тогда она пойдет во вред. Если немерено, да, без меры давать соды, то это может привести к сдвигу кислотно-щелочного баланса в сторону повышенной щелочности организма. И при повышенной щелочности организма возникает другое заболевание под названием алкалоз. Тоже ничего хорошего для птицы не будет. Также при повышенном содержании натрия, да, в организме птицы начинаются отеки. То есть натрий способен связывать воду, соответственно, птица будет отекать. И в соответствии состояния ничего тоже хорошего не будет. Отсюда получается и почечная недостаточность, и проблемы с сердцем. То есть во всем нужно знать меру. И повышенное содержание натрия способствует снижению уровня калия в крови, да. Я уже сказала, что это влияет в свою очередь на сердце. В принципе, все, о чем я хотела сегодня рассказать. Кому это было интересно и полезно, ставьте мне лайк, подписывайтесь. Спасибо всем за внимание. Всем всего доброго, всем всего хорошего, здоровья и счастья. Всем пока.